Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В этом видео я покажу вам, как укоренился сорт Самарская Лидия. Мы его вместе с вами рассадим по отдельным емкостям. И еще покажу вам способ сразу дополнительно размножить из подросших черенков. Черенки укоренены зеленым черенкованием. Вот с них мы еще раз возьмем зеленые черенки. Как это все я делаю, сегодня вам покажу. Сейчас я изменю ракурс и вид камеры, и все подробно рассмотрим, как это делается. Ну а сейчас я переверну вот эту емкость, в которой у меня укоренялась Самарская Лидия. Укоренилась она примерно у меня за месяц. Посмотрим, какая там корневая. И рассадим ее по отдельным емкостям. Ну и, конечно, ее еще почеренкуем. Ну вот, смотрите, видно, что уже появились корни. Корни хорошие, беленькие. Корневая развивается отлично. Самое время рассадить эти черенки, саженцы по отдельным емкостям. Давайте этим займемся. Итак, в этой общей емкости у меня находится 6 укоренившихся черенков. Каждое растение я буду сажать в отдельный 1,5-литровый горшок. Каждый горшок, чтобы не было пересорта, естественно, подписан название сорта. Подписываю я его вот таким белым маркером для сварщиков. Очень хорошо пишет, не смывается и не выгорает на солнце. Ну и, конечно, хорошо видно на черном горшке белую надпись. Итак, сейчас мы разделим эти растения и сразу их почеренкуем. Таким образом, я удвою количество саженцев данного сорта за один сезон. Освобождаем растение от горшка. Еще раз вам покажу корневую систему. И аккуратно нужно разделить растение, желательно как можно меньше повреждая корневую систему, на отдельные части. Вот так получается выглядит саженец, который выращен в этом году. Итак, беру емкость, насыпаю примерно 1/3 грунта. В этот объем я добавляю щепоточку удобрения, о котором я уже много рассказывал. Это осмокот. Это не реклама, это просто очень хорошее удобрение для выращивания контейнерных растений. Это удобрение хватает практически на полгода. Соответственно, все это время растение будет получать все макро- и микроэлементы, несмотря на то, что будет находиться в таком небольшом объеме грунта. Итак, берем растение, устанавливаем по центру и досыпаем грунтом с боков. Ну вот получился отдельный годичный саженец гортензии. Сейчас я все проделаю с остальными саженцами, а потом покажу вам, как с этих же растений можно взять дополнительно еще черенки. Итак, рассадил я 6 саженцев Самарской Лидии по отдельным емкостям. Исходный горшок, в котором они у меня до этого росли, также я заполнил грунтом. Потребуется корневин. Я беру еще вот такую палочку подходящего диаметра. И смотрите, вот я сразу сейчас здесь намечу под 6 черенков, 6 углублений в грунте. Итак, я беру секатор и отрезаю от растения, оставляя на нем 2 пары почек. Раз, два. Вот здесь я сделаю срез. Таким образом я получаю вот такой черенок примерно около 10 сантиметров в длину. Нижние листики удаляю. Вот такой получается череночек. Далее я беру корневин и нижнюю часть черенка слегка опудриваю и устанавливаю в емкость. Давайте еще на втором саженце покажу вам. Отрезаю
Оставляю 2 пары листьев на саженце. Нижние листочки удаляю. Нижнюю часть опудриваю корневидом и вставляю по самые листики. Сейчас все это я проделаю с остальными саженцами и покажу вам, что делать дальше. Далее я беру половинку пластиковой 5-литровой бутылки обрезанную, без крышки, и вот таким образом устанавливаю в емкость с черенками. Это нужно для того, чтобы создать парниковый эффект над растениями. Таким образом выход черенков будет гораздо более высокий. Также вот видите, у меня бутылочка такая уже старенькая, грязная. Я даже ее мыть не стал. Это специально я сделал для того, чтобы вот такой вот матовый был свет, рассеивался, чтобы солнце, если даже попадет на эту емкость, чтобы оно не так сильно припекало черенки. Устанавливаем вот эту емкость с черенками в тенистое место, желательно безветренное, и проверяем периодически влажность грунта. Поливаем примерно 1 раз в неделю. Первый раз нужно хорошо очень пролить субстрат. В качестве субстрата я сразу не сказал, у меня обычный торф. Торф не кислый, нормализованный по кислотности. Для метельчатых гортензий это нормально, они хорошо к такому грунту относятся. Конечно, если вы выращиваете крупнолистные гортензии, то тогда нужно использовать грунт более кислый, соответственно, торф лучше использовать кислый. Полив осуществляется вот таким способом. Примерно 1 раз в неделю. Важно, чтобы грунт не пересыхал. Это залог хорошего укоренения. Друзья мои, вот таким простым способом можно удвоить количество саженцев за 1 сезон. Надеюсь, данное видео было вам интересно, полезно. Если у вас остались вопросы, задавайте, пишите их в комментариях. Хорошего вам цветения!